Всем привет! Меня зовут Нина Заславская. Сегодня мы с вами будем делать разбор работ, которые вы мне скидываете. В этот раз не только брови, но еще и губы. И начнем мы как раз-таки с них. Так, открыла первую работу. Какие ошибки здесь сразу бросаются в глаза? По цвету, по форме все прекрасно. Единственное, сразу видны заглубления вот в этой части. Такие микросинячки. Чтобы прокрасить губы не травматично, чтобы у вас губки не отекали во время работы, нужно работать мелкими штришочками, то есть не нужно вот так распахивать поверхность губ. Конечно же, и сукровица будет выделяться, и могут появиться синячки из-за того, что когда у вас большой размах, вы цепляете лишнюю кожу и не совсем контролируете свой нажим. Поэтому аккуратненько, такими поглаживающими движениями вы как валиком вот так потихонечку закрашиваете. И мы всегда работаем частями. Неважно, с какого уголка вы начинаете, вот, например, с угла начали и пошли вот так вот, как валиком. Здесь помельче штрихи, тут уже более размашистые, и к слизистой еще более размашистый штрих получается. Как бы мы сводим на нет. Причем немножечко нужно заходить туда, на слизистую поглубже, чтобы не было эффекта съеденной помады по заживлению. И вот таким образом мы меленько, чтобы аккуратно вывести контур, да, чтобы четко было. Потом уже побольше, то есть можно даже разложить на 3 части губы. Вот эта часть первая, у нас штришочки где-то 2-3 мм. Средняя часть у нас идет где-то 3-4 мм. И 5-7 мм уже ближе к слизистой. Более размашистый штрих получается. И так как мы работаем слоями, выбрали себе где-то 1,5 сантиметрика. Закрасили его, стерли, смотрим, есть ли пробелы. И потом уже заполняем именно вот эти места, где есть пробелы. Таким образом, ваши губы будут готовы уже за второй проход полностью. Вот, еще моменты, да, если посмотреть именно на эти губы, вот на верхней губке очень выделяется здесь контур. Чтобы такого не было, как я уже сказала, около контура мы работаем мелкими штрихами. Либо вертикальными, либо горизонтальными, либо вот так наискосок, а вообще лучше их чередовать. То есть получается такой эффект сеточки, и пигмент укладывается еще более равномерно и плотно. И тогда вы сразу заполните вот эти пробелы, потому что по заживлению что будет? Линия уйдет контура, и вот здесь будет нечеткий контур, так как в этой работе не совсем плотно проработана зона около контура. Так, поехали дальше. И тут у нас еще одни губы. Ну и здесь очень красивая форма губ. Исходник потрясающий. Конечно, когда губы свои пухлые, получается просто шикарно и тяжело их испортить. Но, конечно, можно, если работать неправильно. Поэтому и хочется, чтобы вы учитывали именно эти моменты, которые мы разбираем в наших роликах. Здесь работа мне очень нравится, все плотно прокрашено. Есть небольшие пробельчики, если приглядеться. То есть вот здесь чуть-чуть не докрасили, какие-то вот небольшие дырочки. Но в целом очень хорошо. Губки смыкаются в одной точке, нет вот такого вот, да, выхода, как клоунского рта. Все очень гармонично, форма хорошая. Мне очень нравится эта работа. Даже придраться не к чему. Так, пошли дальше. И дальше у меня уже идут бровки. Наши любимые брови, вот перед вами работа. Что здесь не так? Очень легкая пудра, полупрозрачная. Конечно же, это гораздо лучше, чем засаженные брови плотником. Но вот именно в зоне конца, видите, да, очень часто у клиента такие более редкие волоски, какие-то пробелы. И в таких моментах нужно как раз вот в зоне пробелов красить поплотнее. То есть вот здесь пробел, да, тут надо было чуть поплотнее закрасить, потому что по заживлению вот этот кусочек, ну, он просто посветлеет, съестся, и форма пропадет. То же самое и с уголочком. Вот видите, полупрозрачно уже видно. Поэтому в таких моментах на конце мы прорабатываем поплотнее. Ну и вообще, чтобы бровь была такой обтекаемой, плавной, как 3D бровь, мы используем градиент. Кстати, как делать красивый градиент, вы можете посмотреть в моем ролике, перейдя по вот этой ссылочке, и освежить немножко свои знания. Но напомню, да, у нас акцент всегда на нижней границе, в серединке, кончик чуть-чуть посветлее, но он тоже плотный. А отсюда у нас уже идет светлая такая зона, причем бровь также можно разделить на 3 части.
Вот поставим 1, 2, 3. Причем, где единичка, там темнее, двоечка светлее и троечка, верхняя граница, самая светлая, пудровая. На верхних границах бровей мы всегда избегаем четкого контура. То есть, если снизу он может присутствовать, да, это уже по желанию мастера, кто что любит, то сверху у нас должна быть прям пудра-пудра, то есть верхушка у нас состоит из точечек. Здесь, конечно, очень легкая работа, хорошая, просто нужно учесть вот эти моменты относительно концов. Так, идем дальше, открываем следующую работу. Здесь что не так? Вот больше всего бросается в глаза то, что верхняя граница пошла немножко вот так вот, как будто с горбом, да? Все-таки самая широкая зона на брови – это начало. Потихонечку она прям плавно-плавно сужается. Вот смотрите, немножко исправили, уже красивая форма стала. Если этого нет, вот сейчас даже удалю назад, видите, она в другую сторону сужается. И вот здесь как будто вот такая горбинка получается. В таком случае можно, конечно, исправить, немножко добавив вот сюда пудры. И уже получится такая ровная граница, легкая. Начало очень легкое, пудровое, красивое. Бровка сама пудровая. Видно, что мастер прекрасно знает технику маятник и умеет управлять машинкой. Просто нужно поработать над формой и над распределением градиента. Да, еще можно вот здесь именно сделать акцент, а вот этот момент сделать посветлее. То есть проработать именно вертикальный градиент, что мы с вами только что обсуждали, разделить бровь на 3 части, 1, 2, 3, и сравнивать, анализировать. Первая часть самая темная, двоечка это что-то между, это средняя, и троечка самая светлая. Если вы будете идти поэтапно в своей работе и анализировать, сравнивать каждый сектор, у вас получится очень красивый плавный градиент. Итак, следующая работа, прям, можно сказать, мой фаворит. Очень красивое начало брови, прям нежное-нежное, красивая пудра сверху. Видно, что акцент именно вот в этой части, все как я люблю, очень объемно, красиво смотрится. Мастер молодец, хвалю заранее. Вот, и ну что, даже не знаю, к чему придраться. Ну, можно чуть-чуть вот здесь было вывести, чтобы пошире было начало, но в целом очень хорошо, и я бы вам уже посоветовала переходить на волосковую технику, потому что в пудре вы прям хорошо преуспели. Идем дальше. Следующая работа. И вот на контрасте мы сразу видим, что здесь работа поплотнее, и видите, как прослеживается верхняя граница. Ее быть не должно. То есть, если вы хотите пудру, а у вас никак не получается, вы в воздухе должны как будто такими барашками напылять. То есть, не просто вот так вот маятником, а немножко закручивать свою руку в процессе нанесения штрихов. И у вас будет более пиксельно. Но еще такой один секретик, чтобы еще добавить пиксельности, можно прям точечно вот так машинкой в конце своей работы проставить точечки, прорисовать по верхнему краю. И тогда они будут такие ярко выраженные и красивые. То же самое и в начале. Да, немного перетемнили, немножко присутствует контурность и нет такого градиента. То есть, если сравнить низ и верх, они идентичны. А у нас как должно быть? Здесь ярко, здесь светлее. Но вот эта зона вообще светлая-светлая такая, прям с переходом. И над этим надо поработать. Так, еще одни бровки. Очень красивая девушка, модель просто шикарна. Брови тоже хороши. Есть небольшие моменты, которые можно устранить и довести до идеала свою работу. Вот начало бровей вообще супер, очень красиво. Но есть небольшие дырочки поверху, да, не прокрашенные. Вот здесь, вот здесь, вот здесь они прям читаются. И чтобы не было такого, опять же, нужно работать поэтапно. То есть мы визуально делим бровку на 3 зоны. Вот, 1, 2, 3. И я всегда начинаю красить с конца. Я знаю, что вот этот переходный момент между 2-м и 3-м сектором, здесь у меня акцент самый темный. И я начинаю
как уже сказала, красить с конца, закрашиваю сначала хвостик, проверяю его, потом иду дальше. Учитывая то, что здесь акцент, я крашу чуть поплотнее. Это не значит, что я нажимаю там сильнее. Конечно же, я очень боюсь заглубиться. Мы яркости добиваемся количеством наслоения слоев. Просто поплотнее, чтобы нанести пигмент, вы мелким-мелким штришочком это наносите. Если вам нужна пудра, полупрозрачность, верхушка уже напыляется более таким длинным прям штрихом. То же самое происходит и с первым сектором. Здесь у нас полупрозрачное нанесение, пиксельность должна быть, поэтому первый сектор у нас прям длинный штрих, ну где-то 5-7 миллиметров. Вот. Если вот так вот по миллиметрам прям смотреть, то двоечка у нас чуть понасыщеннее, второй сектор. Здесь где-то 4 миллиметра у нас штришочки. Верхушка при этом брови полупрозрачная, поэтому мы всю верхушку напыляем 5-7 миллиметров у нас штрих длиной, то есть чтобы еще было пудровее. Если мелким штришочком штриховать, у вас будет такая как теневая плотная растушевка. Она как раз таки нужна на месте акцента, на хвостике, ну и где-то в серединке чуть-чуть. А там, где пудра, везде длинный штрих. Напоминаю, что вы можете присылать мне свои работы для следующего разбора в директ в Инстаграме. Ссылочку я прикрепляю в описании. Ну а мы с вами увидимся в следующем ролике. Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До скорых встреч. Пока-пока.